Чтобы действительно понять, как устанавливался 100 лет назад советский режим, одних учебников истории с сухими фактами недостаточно. История – это не деяния царей и королей. Это прежде всего судьбы наших собственных бабушек и дедушек. И коммунистическая пропаганда сделала все, чтобы втоптать в грязи их имена. Она извратила наше историческое прошлое с целью выставить их негодяями и бандитами. Одним из инструментов установления режима большевиков было раскулачивание. Как это происходило? Составляется список людей среднего и выше достатка, которые использовали наемный труд. Затем этих людей ставят вне закона, прилепливают им язвительное, оскорбительное прозвище типа кулак, куркуль, глытай и лишают избирательных прав. Тех, кто желал заняться грязным делом, назвали активистами. То есть активисты еще тогда было именем ругательным. И отправляли по хаткам с целью реквизировать чужое имущество и высылать хозяев вместе с семьями в Сибирь и север России. За это активистам должности, звания и все блага. Страшно, ужасно, но это так происходило. Потому что если предприимчивых, инициативных и кебетных оставить на селе, они будут мешать коммунистам эксплуатировать колхозные массы. Так это тогда называлось. Колхозные массы. И тогда колхозы не выдержат конкуренции и, естественно, быстро загнутся. Но активистов же у себя не наберешься, потому что всех друг другу родственники или кумовья. Поэтому их присылали из других сел. Была такая практика. Так вот, жизнь Тихона Лукича Бондаренко и села Вовниги – это и есть наша с вами история, потому что благодаря его уму и вспыльчивому характеру мы имеем возможность узнать, каким образом устанавливался колхозный строй и не только во Вовнигах. Бондаренко – это была такая передовая семья во Вовнигах, которая дала нам много замечательных личностей. Фамилия обычная, как ею заинтересовать? Бондаренко. Но много поколений у них уже в крови лилась казацкая кровь. Как они попали вообще в Вовниги? Однажды грозовой ночью в Борисполе, что на Киевщине, загорелось панское имение. И несколько семей решили после этого семьями бежать за Дон, где не было панщины. Дальше мы зачитаем письмо Николая Николаевича Барышпола 1910 года рождения. Когда-то мы о нем расскажем подробнее. Николай Николаевич пишет: помимо 4 семей Борисполей было 3 семьи Бондаренко. Вся территория была покрыта лесом. Бежали ночью, чтобы не обнаружить себя преследователями. В основном направление было на восток. В одно прекрасное время они услышали шум речных порогов, и когда подошли к берегу, то это был порог Днепра в районе Вовнигов. Рыба кишила, гигантские камни кругом. Беглецы тут остановились, тут питались, но они не знали, что это за река. Вдруг подходит собака, за собакой 2 всадника. У беглецов сердца опустились до пяток, думали, что это погоня. Всадники побеседовали с ними, сказав, что беглецы были здесь, пообещав им, что сообщат или о дальнейшем их пребывании, или еще о чем-нибудь. Через 2-3 дня они подъехали и сообщили, что беглецы могут поселиться здесь, строиться, и принадлежать они будут местному помещику. И вот я помню те хаты, пишет Николай Николаевич, которые выстроили в Борисполе и Бондаренке. Так попали в село Вовниги, Барышполы и Бондаренки. Тихон Бондаренко родился в 1888 году. Всего в семье было 5 дочерей и столько же сыновей. Отец Тихона имел пару лошадей, пару свиней и корову. Лука Бондаренко умер в 1906 году, а за ним и 2 его сына. Остались Кирилл 1878 года рождения, Тихон и Пантелей. Тихон женился на красавице Усти Бойко, и пара зажила в согласии и определенном достатке. До революции 1917 года Бондаренко имел 8 десятин земли, еще и арендовал 13-20 десятин, 2 лошади, 2 коровы, 3 свиньи, 2 молодняка, букер. Это такое сельскохозяйственное орудие для поверхностного разрыхления почвы, брычку, плуг, веялку, косарку и другой реманент. Хата Тихона Бондаренко находилась на Нижней улице. От колонки вниз жили Кудины, а потом хата Бондаренко. Это как раз напротив моих деда Степана Ивановича Коновца и моей бабушки Уляны. И вот когда в Российской империи началась гражданская война, то в Украине поднялся вызвольный рух,
как повод оторваться наконец от российского влияния. На Екатеринославщине действовали преимущественно отряды армии Нестора Махно и войск УНР Симона Петлюры. В каждом селе находились мужчины, записывающиеся в эти армии. И эти армии потом советских учебников назвали бандами. Так вот, именно Бондаренки стали во главе вызвольного руха во Внигах. Двоюродный племянник Тихона, Кондрат Николаевич Бондаренко, 1896 года рождения, оперировал днепровскими участками отряда Бровы, известного атамана на Екатеринославщине, а его родной брат Назар Николаевич Бондаренко, 1887 года рождения, тоже принадлежал к повстанческому движению. Тихон часто выезжал за хлебом в Белую Церковь, но в его доме в начале села, под Калиновки, как мы понимаем, находился штаб. На хозяйственном дворе повстанцы хранили у него оружие, винтовки, пулеметы и тачанки. Гаврила Гордиенко в своих воспоминаниях еще упоминает Ивана Бондаренко, такого крутого повстанца. Но кто он, какой семье принадлежит, мне пока что не удалось установить. Но факт тот, что все Бондаренки были достаточно зажиточными, работящими и имели передовые взгляды, как мы видим, потому что не поддались они никакой пропаганде красной, а стали именно нашими героями, стали во главе вызвольного руха во Внигах. В 1922 году Кондрат и Назар Бондаренко были расстреляны чекистами, вероятно, и Иван Бондаренко погиб в то же время, а их дядя Тихон Лукич продолжил заниматься сельским хозяйством, земледелием. Но когда советская власть начала устанавливать свои порядки, то свободолюбивый характер Бондаренко не раз проявлялся. В 1923 году Тихон вместе с селянами протестовал против закрытия большевиками церкви и просидел за это 2 месяца в Днепропетровской тюрьме. Вместе с ними там находились Харитон Михайленко, Петр Великий, Анастасия Выскорка, Петр Мамчич и Константин Соломаха. В 1928 году коммунисты организовали колхоз Хатаевича и стали туда загонять вовнижан. Тихон категорически отказался вступать в колхоз. И наоборот, он подстрекал односельчан делать то же самое и объяснял всю бессмысленность этой затеи. Конечно, прежде всего работать даром не сочли нужным состоятельные хозяева. Их раскулачивали, как мы уже говорили, депортировали, высылали, арестовывали, конфисковывали имущество. Партактив села делал неоднократные попытки некайком так дрючком привлечь и своенравного Тихона к колхозной жизни. Так, в 1929 году Тихона обвинили в поджоге 170 кип, а также 14 сажен соломы в хозяйстве. И он снова отсидел в Днепропетровской тюрьме 2 месяца, но по суду был освобожден. И вот в 1931 году Тихон имел 6 десятин надельной земли, 7 десятин арендованной, 2 лошади, бричку и платил единый сельхозналог 63 рубля 75 копеек. В этом же году он отбыл 2 месяца в тюрьме за антисоветскую агитацию против колхозного строя. На его хозяйство был наложен продналог в 40%. Требовалось сдать 120 пудов хлеба, но Тихон сдал только 50, остальное отобрала комиссия и наложила штраф 50 рублей. Также его заставили купить облигации на 100 рублей. Тогда Тихон плюнул на все и пошел работать на Днепрострой чернорабочим. Но через год, когда он зарезал то ли свою свинью, то ли корову, это расценили как уничтожение своего скота специально, чтобы он не платил налоги, и взыскали 350 рублей. В этом же году он отказался отдать своих коней на весенние работы в колхоз Хатаевича. Тогда этих коней просто забрали, а их хозяина обложили мясосдачей в 20 пудов. В общем, пришлось отдать и корову. Как тогда говорили, колхоз дело добровольное, хочешь ступай, не хочешь корову заберем. В общем, партактив Внигов давил его со всех сторон, тем более, что они там жили с ним недалеко по соседству. Были ли у Тихона единомышленники? Были, конечно. Раскулаченный Выскорка, священник Федор Чепурковский, о котором мы еще расскажем, и лишенцы правы и большие господари Михаил Буштрук и Василий Смеюха. Последних 2 со временем выставили в медвежий угол России. Все эти люди прекрасно осознавали ужас, который творился вокруг них, но они ничего не могли с этим поделать. Советская система методично и систематически перекручивала украинцев, формируя из них послушных рабов. Бондаренко считался бунтарем, он бесстрашно выступал против колхозов,
доказывать насельчанам, что жизнь единоличника – это единственный верный путь. «Судите сами», – говорил он, – «если раньше вы пивали и закусывали салом, то теперь огурцом и капустой. Колхоз – та же панщина, вы работаете даром. У вас все отнимают, а вы голодаете, а все потому, что вы молчите, ничего этой бандитской власти не говорите». Тихон видел всю неэффективность колхозного устройства и пытался объяснить, что создание колхоза преждевременно. Более того, такое совместное ведение хозяйства недопустимо и не может существовать. Даже взрослые дети в родительской семье отделяются от отца, потому что вместе они никогда не уживутся. Попытки привлечь его в колхозную жизнь он расценивал как принуждение к подчинению зависимости, с чем никогда он не может претерпеться. «Жизнь в колхозах хороша не для всех», разъяснял Бондаренко своим односельчанам. «Огромное значение имеет кумовство, круговая порука, откуда растет преступность. Незначительная часть живет за счет обнищания большинства крестьян». И заявлял, что предпочитает жизнь только в единоличном секторе, где проявляется энергия и настроение на работу, где доход урожая может обеспечить достаточно приличное существование, а излишки хлеба можно вывести в город на базар, продать рабочим, купить себе одежду. Даже колхозники это понимают. Вот Галя Смеюха и Палашка Коновец в степи на прополке спросили бригадира, когда это закончится, как тяжело в этих колхозах. Их поддержали и другие. Особенно, конечно, Тихон выступал против засланных казачков. Это Танцюра Павел Демьянович, 1905 года рождения, уроженец Аполлоновки. Он был председателем колхоза имени Хатаевича. И Симоненко Мина Ефимович, 1890 года рождения, уроженец села Сергеевки, член КПБУ. Он был председателем сельсовета в селе Вовние. В конечном счете хозяйство крепкого середняка Тихона Бондаренко было разорено. В 1932 году он пошел работать на гранитный карьер каменоломни в селе Башмачка. Через год его арестовали за агитацию против коллективизации, за создание и укрепление единоличного сектора. В 1933-м Тихона пытались упрятать за пределы Украины, но начальник секретно-политического отдела Днепропетровского оперсектора управления НКВД по Днепропетровской области Марк Ильич Говлич прекратил дело из-за того, что инкриминированное преступление не подтвердилось. Через 5 лет этого Говлича арестуют и казнят по приговору выездной комиссии за массовые попытки чрезмерное рвение в расстрелах и отправление людей в лагеря, фальсификацию дел. Так вот, как мы уже говорили, Бондаренко особенно ненавидел этих засланных казачков, потому что партия имела такую тактику – ставить на руководящие должности села чужаков. Неместным было легче расколоть село на отдельные группы бедняков, женщин, молодежь, комсомольцев, партийных и манипулировать ими. И вот однажды, в июне 1934 года, Тихон Бондаренко получил разнарядку – набрать рабочую силу на карьер. Он пришел в артель Хатаевича и там обратился к 20 колхозникам, которые ехали на отработку гуштрудодней. Гуштруд – это определенное количество безвозмездных дней работы на строительстве. «Хватит работать на бугая», – сказал Тихон. «Кто уйдет со мной на карьер, мы хорошо заплатим. Деньгами». Двое согласились, и тут прибежал Танцюра и заявил: «Ты летун, я народ тебе не отдам. Уходи отсюда, не разлагая колхозная масса». На что Тихон ответил: «Я летун местный, а ты чужой. Я хочу народ забрать с собой, чтобы он даром не работал. Колхозники. Он сюда приехал голый босой и нас ободрал. У меня забрали корову, а ему район отдал эту корову. Сколько крови вы из нас попили». В 1934-35 годах Бондаренко работал в автодоре, а в свободное время любил, как сейчас говорят, заниматься троллингом. Например, распространял слухи, что пришла директива правительства выгонять всех засланных в село руководителей. А когда к нему из Запорожья приезжали друзья, а друзей у него было очень много, свидетели показывают, что к нему из Хортицы, из Запорожской области, и вечно у него кто-то толпился там, то он с друзьями выходил на улицу, вынимали из карманов деньги и показывали их окружающим с объяснениями. «Мы люди, которые кормят трудящихся, а активисты только и могут что довести их до голода. Смотрите, в газетах пишут о голоде в Германии, о том, что у нас пачками люди сдыхают, об этом ни слова». Речь идет, конечно, о Голодоморе 1932-1933 годов.
А вот из показаний того самого председателя сельсовета Мины Симоненко. 29 апреля 1935 года колхозы высылали наряд для усиления работы по постройке дома отдыха для областных работников в селе Никольском. Тихон Бондаренко, обратившись к едущим колхозникам, сказал: «Куда это вы едете? На Никольську, опять на Бугая? Знову строїте економію? Ви ж казали, що поміщиків розгромили і повороту поміщикам не буде. А це ж наочно, ви ж панські собачники. Що вам прикажуть, то ви й робите». Потом Бондаренко добавил, что какая-то Ольга Ивановна, речь идет о Леоновой, Синельниковой Ольге Ивановне, помещице тех мест, закрепостит вас на панщину, то еще и в воскресенье работать заставит. Так паны хоть рубль в день платили, а вы даром работаете. И выразил удивление, почему это активисты сами не работают, а селян гоняют трудиться голодными, и указал на колхозников. Среди них находился Иван Иванович Марчинок. На что Симоненко цинично ответил: «Так вы, чтобы не терять время, пошли бы лучше в дом отдыха поработали, и там бы и пообедали». Тихон Бондаренко, понятно, что вступился за старика. Он сказал, что это издевательство над человеком, которого здесь никто ногтя не стоит. Иван Марчинок когда-то 100 человек кормил, никого не оскорблял, а его работники жили лучше, чем колхозники, которые ходят як старцы. На что Марчинок со слезами добавил: «Так и есть, я труженик, я потом и кровью добывал свой хлеб, и работников своих никогда не обижал». Через месяц, 27 мая 1935 года, Тихона Бондаренко опять арестовали. Но теперь все было серьезнее. Партактив хором предлагал выслать его из родного села, чтобы он не мешал им строить колхозную жизнь. К тому времени Бондаренко был единственным все во ВНИ единоличником. 23 октября 1935 года спецколлегия Днепропетровского облсуда под председательством начальника СПВ Луганского городдела Донецкого УНКВД Казимирского приговорила его к 4 годам в лагерях в отдаленных местах и лишение прав на 3 года. 8 декабря 1938 года Тихон Лукич вышел из лагеря. И дальше непонятно, провел ли он время немецкой оккупации во ВНИГах или нет. Но я ни разу не встречала в показаниях архивных данных тех лет, чтобы его кто-то упоминал в это время. Вероятно, 53-летний Тихон Лукич так уже насмотрелся на все в этой жизни и понимал, что немцы ничем не лучше коммунистов. Наверное, тихо просто за всем этим созерцал. В 1959 году колхозникам наконец начали выдавать за трудодни хоть какую-то денежку. Можно представить, как это все выглядело. Сам Бондаренко, вероятно, уже от всего этого абстрагировался. Он купил себе лодку, возил в города на продажу кавуны и другую городину. Где-то там на днепровских сырых ветровиях Тихон Бондаренко простудился и умер 9 мая 1960 года, 72 лет. Имущества у него на это время осталось немного. 1 корова, 2 груши, 2 сливы и полгектара земли. Жена его Устья умерла в 1971 году. И только в 1966 году колхозников перевели на гарантированную денежную оплату труда, а спустя еще 30 лет Тихона Лукича Бондаренко полностью реабилитировали. По идее, во ВНИГах должна быть улица Бондаренко, увековечивающая всех замечательных представителей этой семьи, и Тихона Бондаренко, и Ивана Бондаренко, и Кондрата, или Назара, но нет. Советская власть сделала все, чтобы уничтожить память о наших славных вовнижанах. Хотя, я повторяю, по-моему, другой такой бунтарской семьи там не было. Но пути Господни неисповедимы, и так случилось, что Тихон Лукич, естественно, знал моего деда, живущего напротив, хотя они были из разных поколений, и здоровкалися, а мы же выпивали разом. И внучка того Степана Коновца страшно прониклась в биографию Тихона Бондаренко и рассказала, как все было на самом деле. А мораль этой жизненной истории в том, что такие украинцы, как Тихон Бондаренко, жившие рядом с нами, с вами, это и есть наши герои. Надо иметь большое мужество так сопротивляться советскому режиму в самый разгар карательных операций и при этом выжить. Выжить! Тихон Бондаренко оставался верен себе до самого конца и пытался объяснять односельчанам, что их ждет, если они будут покорными. Жизнь показала, что Бондаренко и его единомышленники были правы и смотрели намного вперед.
Затем все описанные события назвали геноцидом украинцев и преступлениями советского режима. Поэтому в славянских школах, по крайней мере Башмачанской и Калиновской, на уроках истории именно о таких стоит рассказывать, как пример трудолюбия, ума и несокрушимого казацкого духа. Но мы не прощаемся с Тихоном Бондаренко, и в следующих видео мы с ним еще встретимся.